Мир устал от карантина, и страны мечтают, когда к ним снова приедут туристы. И вот, наконец, границы открыты. Антон, посыпайся. Орел и Решка первыми собирают рюкзак и отправляются в свое новое, долгожданное путешествие. Мы вернулись после месяцев самоизоляции, чтобы показать вам новые чудеса света и рассказать, как путешествовать в новом посткарантинном мире. Все, нет, я не могу. Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой MasterCard не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Всем привет, это Орел и Решка, чудеса света. И мы прилетели в Эфиопию. Страна, в которой есть куча удивительных, странных и очень загадочных племен, к которым еще не добралась цивилизация. Это ж чудо! Чудо – это когда мне выпадет орел. Решка. Open the door, please. Чудеса случаются с теми, кто в них верит, Васечка. Да ладно, классно, оставляй рюкзачок. Я вообще-то тоже верю. Ребятный поезд, погуляете, своих увидишь. Богатая, успешная пробежка. 3, 2, 1, 0. Мы живем в 21 веке, когда десятками запускают ракеты в космос, строят небоскребы высотой в километр, а роботы живут рядом с людьми. Welcome to Hanna Hotel. И в это же время с нами на одной планете, в Эфиопии, сотни тысяч людей живут вот так. Мурси, Хамер, Дорзе, Бана, Каро. Племена, с которыми можно перенестись в каменный век. Эти люди — наше сегодняшнее чудо света. Давай! Больше всего диких племен поселилось на юге Эфиопии, в долине реки Ома. Ближайший город, из которого туда можно отправиться, это Арба-Мындж. Чтобы вы понимали, какая это глушь, посмотрите на этот аэропорт. Он принимает всего 3 рейса в неделю. Здесь надо сразу поменять деньги и идти искать местный транспорт. Тук-тук. Hi. Hi. Is it tuk-tuk? Yes. If I say I take tuk-tuk, you say татам. Тутам, я. Тук-тук. Тутам. Сиди, я сам открою. О, господи! Чуть зубы не выбил. Когда приезжаешь на родину эфиопских племен, нужно понимать, что спорткаров, 5-звездочных отелей и мишленовских ресторанов здесь не будет. У туриста с безлимитной картой есть лишь один вариант, на что потратить деньги.
отправиться в экспедицию к самым одичалым и кровожадным племенам. Мы едем туда, где до сих пор каменный век, где не действуют законы цивилизованного мира. Для такого опасного путешествия мне нужен будет самый крутой внедорожник, который мне специально прислали из столицы Аддис-Абеба. Но отправляться одному в эту авантюру – безумие. Мне нужен опытный водитель, который знает безопасный путь. И гид, который обещал вернуть меня живым и невредимым через 2 дня. Здрасте, здрасте. Let's go, к племенам. Такой 2-дневный тур обойдется мне в смешные $440. Но мы и не на лакшери-курорт приехали, а в одну из самых бедных стран на Земле. Место, в которое мы приехали, уникальное. Таких больше не найти на карте мира. Официально оно называется «Область народности Южной Эфиопии». Здесь живет 56 племен. Они все говорят на разных языках. У них у всех разные традиции и обычаи. Государственные законы в племенах не работают. У аборигенов нет паспортов, они не платят налоги, не получают пенсии. Тут нет полиции, школ и больниц. Племена живут, как и до прихода цивилизации. Они угоняют скот у друг друга, сжигают деревни и убивают друг друга. Обалдеть! Прямо посреди дороги куча коров! Целое стадо! Вот так по пыльной дороге, пробиваясь через коровьи стада, мы дотарахтели до города Арбамынч. В городе, конечно, человек. Только что чуть не задавили человека. Конечно, первое впечатление о городе – это какая-то трешатина, потому что тут даже нет ни дорог нормальных, ни нормального движения. Люди бедные. Насколько бедные? Большинство людей здесь живет на $13 в месяц. Это 365 гривен. Я не успела приехать, люди сразу же меня облепляют. Видишь, у меня деньги, я белая девчонка. Мне уже страшно. Ой. Господи, чуть не задавили моего оператора. Хай! До диких племен я еще не доехала, а у меня уже культурный шок от жизни в городе. В Эфиопии вообще все не так, как у нас. В календаре у эфиопов не 12 месяцев, а 13. На дворе здесь не 2021 год, а 2013. И время у эфиопов другое. Сутки у них начинаются не в полночь, а в 6 часов утра. То есть, когда у нас на часах 7 утра, эфиоп скажет, что у него час дня. А еще эфиопы очень необычно здороваются друг с другом. Я знаю, что в Эфиопии принято сначала вот так вот рукопожатие, а потом целоваться, да? Like this? Вот мы
подружились, вот мой первый друг. I love you. Перед поездкой в племена надо подкрепиться, потому что кто его знает, что едят в тех диких племенах. Я пришла в местное кафе в отеле «Турия». Обалдеть! Тут мужики едят настоящее сырое мясо. Так это что получается? Мне сейчас тоже придется есть сырое мясо, да? Я же ведущая «Орла и решки». Конечно же! На тарелках у местных типс авазе с инжерой. Нет, это не заклинание, а традиционное блюдо. Типс – это куски сырой говядины, авазе – острые соусы, а инжера – это местный хлеб. Вот как вы готовите мясо? Жарите на сковородке или тушите в духовке? А в Эфиопии от цельной туши коровы отрезают кусок и хоп, прямо на тарелку. Все, мясо готово. Thank you, о батюшки, это все мне, целый противень мяса. Посмотрите, какие здесь куски. Я не знаю, как я его буду есть, честно. Ну вот местные вроде бы как берут, отрезают кусочек. Ой, режется-то плохо. Ого. Так, едят они правой рукой, потому что левой они подтираются. Берем вот эту вот инжеру, вот так вот делаем рулетик. Все, за вас. Реально прикольно. Слушайте, просто мне кажется, дофига добавила этого соуса, но вообще мясо реально как тартар. Почему же эфиопы едят сырое мясо? По одной из версий, во время войн эфиопы поняли, что дым от жарки мяса на костре выдает их месторасположение врагам. Поэтому решили есть мясо сырым. Да так и едят. Я переживаю за микробы, потому что мало ли что, я понимаю, что местные, они привыкли к такой еде, а вот моя микрофлора как на это отреагирует. Но благо здесь есть острый соус, который как бы убирает все эти вредные бактерии, я так предполагаю, да? Прикольно. Нереально прикольно. Где бы я еще отведала сырого мяса? Только у бабушки пельмени. Thank you. Спустя 4 часа мы наконец-то приехали в деревню дикого племени. Но на въезде остановились и подобрали какого-то парня. Hi. Hi. Hi, Антон. Zeno. Nice to meet you. Hi. Слушай, так тут не все так просто. Оказывается, у меня в каждом племени будет по 2 гида. Соломон, гид, который будет объяснять мне про племя, и еще один гид, который будет объяснять племени про меня. Гид и подгид. Первое племя, в которое везут богатого туриста, это племя Каро. Каро – исчезающее племя. Численность 1500 человек. Каро разрисовывают свои тела белой глиной и прокалывают себя гвоздями. Ну вот мы и на месте. Ха. Ого, вы хипстеры. Ай, салют. Смотри, какие раскрашенные. А что значит эти рисунки? Кара расписывает тела просто для красоты. Видишь, у каждого кара свой особенный рисунок. У него розы, а его будто поцарапал тигр. Мужчины кара расписывает все тело, а женщины только лицо. Вон, посмотри. Вау, я же не видел тебя. Извините.
Я поподсматриваю. Кара ходят голыми. Из одежды у них только хлопковая повязка на бедрах. Будто только вышел из ванны и обернулся в полотенце. На шее у мужчин бусы, как символ того, что этот Кара убил крупную дичь. В одной руке у него палка для церемониальных танцев, а в другой — особая табуретка. Такая табуретка — супер универсальная вещь. Если устал, можно на нее сесть. А если захотел спать, можно лечь как на подушку. У Кара очень необычное представление о красоте. Кроме боди-арта, они еще любят пирсинг. Представляете, Кара для красоты пробивает себе дырки под нижней губой и вставляет перья. Вау! Ай, ах вы ж сидящий модник. А, у нее гвоздь во рту. Мать честная, гвоздь. Надеюсь, вам не больно. И у матушки тоже. Слушайте, как это все странно и необычно. Племя Кара. Когда женщина в племени Кара просит мужчину забить гвоздь, это не всегда значит то, что мы думаем. Бюджетному туристу не добраться в те дикие племена, куда возят богатеев на джипах. Но увидеть одно чудо света в окрестностях города я могу. Племя, в которое я отправляюсь, находится в 30 километрах на север от Арбамынча. И возят туда не вездеходы с гидами, а обычные общественные автобусы. Я хочу добраться до племен, но сначала мне нужно попасть на рынок. Если честно, я вообще не понимаю, как туда добраться. Спрошу у пацанов. Can you show me, please? Where is the bus? To Ченча, yes? Все оказалось легко. Точно Ченча? То есть меня куда-нибудь везут, непонятно. This? Thank you. Смотрите, какая у меня свита. Их тут человек, не знаю, человек 30, и все идут за мной. I wanna go to Ченча. Yes, how much does it cost? 100. 100? А, ну 100 быр, нормально, что, залезаем. Go! Слушайте, ну вообще в автобусе прям я себя чувствую в безопасности. Ребята довольно-таки дружелюбные, правда, от них немного попахивает, но, слава богу, здесь есть окошечки, и поэтому этого не чувствуется. Так что сейчас приеду на рыночек, закуплюсь гостинцами и вперед в гости к племенам. После того, как познакомились с людьми Кара, давайте посмотрим, как они живут. Кара держит стада овец и ловит рыбу в реке Ома. В то время, когда у нас строят стеклянные небоскребы, Кара строит себе хижины из веток, а крыши делают из сушеной травы. А что это такое? Это место для хранения зерен кукурузы и сорга. Чтобы зерно не сожрали крысы и термиты, хранилище приподнимают над землей. И говорят, что никому нельзя туда залезать, кроме семьи. В общем, такой холодильник на замке в коммуналке. Зато в дом племени Кара можно залезть даже туристам. О, сали вам в хату. Хай. О, как тут многолюдно. Здесь живет семья из 10 человек. Да, все живут в этом доме. Ого. А, и вон кровать на втором ярусе. Это место, где они хранят вещи. А, хранят вещи, не спят. Чердак. А там кухня. Хозяйка варит нам кофе. Спасибо. Вы бариста? А что это такое? Это калаваш, сосуд из коры тыквы. А, это половинка тыквы. За вас.
Я пью кипяченую воду. Главное не выдавать себя. Это самый популярный напиток в Эфиопии. Делают его из кофейной шелухи. Это сушеная кожура и мякоть ягод кофейного дерева. Хоть Эфиопия и считается родиной кофе, но кофейные зерна для местных – это роскошь. Смотри, эта старейшина благословляет тебя. Класс. Меня дед обклевал. Я как понимаю, о коронавирусе вы не слышали, да? О, хорошо. Во мне ДНК деда. Теперь ты будешь счастлив, Класс. и твоя жена сможет родить 1000 детей. 1000 детей? Да, очень много детей. Немножко подсотру. Тем временем автобус привез меня в поселок Ченча на местный рынок. Что тут вообще происходит? Я не понимаю. Стоит туристу появиться на рынке, как местные начинают кричать. Быр – это не значит брысь. Быр – это эфиопская валюта. Деньги, 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 деньги. Все хотят одного. Чувствуешь себя как кошельком на ножках. Быры-быры. Если турист не дает денег, местные начинают злиться. Просто сейчас башка взорвется. Все такое колоритное, все пестрит. Вообще, посмотрите, сколько здесь людей. Рынок в Ченче – это гипермаркет по-эфиопски. Это настолько радикально отличается от наших привычных рынков. Продавцы спят прямо на товаре. Я уже молчу про сам товар. Слушайте, тут везде продается уголь. Я такого никогда не видела. Я первый раз в жизни вижу хлопок своими глазами. Вот он чистый. Из чего делают наши футболочки. Sorry, what is it? What is it? Табако? Представляете? Это местный табак. Во-первых, это похоже на коровью лепешку, естественно. Во-вторых, это пахнет как коровья лепешка. Я вообще не представляю, как это можно курить. Спасибо, но слава богу, я не курю. Я заметила такую здесь особенность. Во-первых, здесь работают только женщины. Они торгуют, таскают мешки. А знаете, чем в это время заняты их принцы? Они сидят здесь же, на рынке, в кабаке. Я вижу на столах, тут что-то пьют. Is it juice? Здесь наливают традиционное медовое вино – тедж. Пока женщины поднимают тяжелые баулы, мужики поднимают градус в теле.
Да, согласна, мужик. Если честно, меня уже все здесь достали, потому что, во-первых, они трогают нашу камеру, во-вторых, они свои пальцы засовывают в рюкзак, в карманы. Хочу отсюда убраться. Пойду куплю подарки в племя. Все, пока. Во второй половине дня богатого туриста везут в племя Хаммер. Хаммер. Численность 50 тысяч человек. Они бегают по спинам быков. Они мажутся коровьим навозом и хлещут своих женщин розгами до крови. Мне невероятно повезло, потому что прямо сейчас в деревне племени Хаммер проходит церемония посвящения юноши в мужчины, предсвадебная церемония. Церемония Акули-Була – главное событие в жизни каждого мужчины Хаммер. Важнее, чем свадьба и рождение ребенка. В этот день юный Хаммер должен доказать племени, что он готов стать мужем. Для этого ему нужно пробежать по спинам выстроенных в шеренгу быков и не упасть. Ой, нас сейчас засосет вечеринку! Yeah? Посвящение мальчика в мужчины празднует вся деревня. Женщины устраивают шествие. Они танцуют, трубят в медные рожки и восхваляют духов-покровителей племени. Замужние женщины Хаммер выглядят как отполированные медные статуи. Они мажутся ярко-оранжевой глиной, перемешанной с охрой, и делают прическу гоща, косички, обмазанные глиной. На шее они носят тяжеленный железный хомут. Это их такое обручальное кольцо. Тем временем мужчины Хаммер собираются в кружок и танцуют странный прыгучий танец. Так они благодарят духов, что вернулись с охоты с добычей. Боже мой! Во время праздника в племени Хаммер можно увидеть дикое действо. Это такой праздничный ритуал. Женщины напиваются, подбегают к юношам, дудят в рог и сами требуют, чтобы мужчина изо всех сил ударил их розгой. Эти удары оставляют глубокие окровавленные раны. Но именно этого и добиваются женщины. Шрамы в племени Хаммер считаются признаком красоты. И чем их больше, чем они уродливее, тем привлекательнее женщина для мужчин. Чтобы шрамы были выпуклыми и остались на всю жизнь, свежие раны натирают золой от сожженного навоза. Но у племени Хаммер есть объяснение. Во-первых, таким образом девушки приносят себя в жертву мужчине, а во-вторых, так они празднуют то, что юноша сегодня станет совсем взрослым. А вот и сам виновник торжества, Джанко. Он сильно нервничает. О да, могу представить. 100 человек сейчас будет на него смотреть. Видишь пятна на его груди? Это коровий помет, на удачу. И это действительно, вы видите по лицу парня, что это главный день в его жизни. Он даже не понимает все, что происходит.
В 40 минутах ходьбы от рынка в густых зарослях спряталась деревушка племени Дорзе. Дорзе. Численность 30 тысяч человек. Племя, которое живет в слоновьих головах и питается ненастоящими бананами. О, hello! Так это же еще за перс такой. Hi, how are you? Ого. Копье. О, it's for what? Because of the COVID-19. О, ковид и сюда добрался, корона, да? Что надо делать, я не понимаю. Ой, плечо чуть не сломалось. My name is Mekonnen. Миконина племя Дорзе назначило гидом, который водит туристов по деревне. Дорзе первыми поняли, что за любопытство туристов можно брать по 20 баксов с носа. Дорзе отличается от всех племен тем, что живут в очень дивных хижинах. Смотрите, она похожа на гигантскую голову слона. I just see because it's have eyes and hobbit. Да, так и есть. Раньше нашими соседями были слоны, пока они не ушли к берегам Омо. Мы строим свои дома в форме слонов в память о них. Хобот — это входная дверь, а глаза — это окна. Мы строим наши хижины высотой в 12 метров, потому что термиты подгрызают их основания. И дом становится все ниже, 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 как старый человек. Во дворе Дорзе рядом с большим домом-слоном стоит маленький домик-слоненок. Дорзе — кочевое племя. И если хозяин дома захочет переехать на новое место, он заберет с собой свой маленький дом. У нас даже есть специальная песня, которую мы поем, когда перевозим свои дома. Какая песня? Кетсо ахе. Кетсо хаэ. Кетсри дарана. Кетсди дарара. Кетсо ахе. Кетсо хаэ. Нудере мадана. Нудере мадана. И понесли дом. В дом Дорзе нельзя просто взять и зайти. Нужно заложить руки за спину и поклониться. Ага. Тебе сколько лет? 25. Я старше. Значит, ты должна встать за мной. Окей. Сару! О, копилка вылезла. Сару! Жилище Дорзе разделено на комнаты. Это спальня для гостей. Кстати, спят Дорзе не на земле, а на кроватях с подушкой и одеялом. Смотри, это спальня отца и матери. Дети спят наверху. А в центре дома место для разведения огня. Это кладовка. Там мы храним алкоголь, пиво и вино. Здесь? Да. Видишь, это прессованные пивные дрожжи. Мы развешиваем их над огнем, чтобы они коптились. Чем дольше, тем пиво будет крепче. А что там? Это комната для животных. И это кто тут у нас такой? Представляете, прям рядом со спальней у них живет вот такое вот чудо. Глаза такие умненькие, прямо как у Антошки. Ой, я влезла в дерьмо. Внутри хижины Дорзе хорошо видно, что ее полностью сплели из стеблей бамбука, как корзину. Вы что, сделали это своими руками? Конечно. Название нашего племени Дорзе переводится как «ткачи». Мы ткем себе дома, одежду, штаны, даже пол. Вообще все ткем. Племя Дорзе мастерски обращается с хлопком. Они его выращивают, мотают из него пряжу, а потом мужчины и только мужчины ткут полотна на ткацком станке.
Из-за того, что у них столько ткани, Дорзе – самое одетое племя в Эфиопии. Здесь никого с голой грудью и попой не встретишь. Посвящение начинается с ритуала. Он происходит там. Я за вами. Сейчас начнется ритуал соединения с главным духом племени. Для ритуала юноша Хаммер садится на шкуру коровы. Затем берут символ плодородия деревянный фаллос, надевают на него кольца из металла и коры. Потом фаллос обливают сливками и размазывают по телу юного Хаммера. Все. Джанка готов стать мужчиной. Для следующего этапа церемонии пригоняют стадо быков. Вот он. Самый ответственный момент в жизни молодого Хаммера. Чтобы стать мужчиной, Джанка должен побороть свой страх и пробежать по спинам разъяренных животных. Еще один шок. Сделать он это должен абсолютно голым. Хаммеры верят, что только голышом можно отречься от детства и стать взрослым. Все. Быков выстраивают в шеренгу. Если Джанка оступится и упадет, его будут бить розгами столько раз, сколько он будет падать. Варианта не пробежать нет, иначе юноша никогда не станет мужчиной и не женится. А это для хаммеров хуже смерти. Я начинаю нервничать. Я на физкультуре еле через козла прыгал, ему приходится запрыгнуть на быков и пробежать их всех. Воу! Пошел, 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 пошел! Давай, красава! Думали, на этом все? Пробежать по спинам быков надо еще 3 раза. Давай! Красава, 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 красава! Последний, последний! Давай, 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 давай! Красава! Я, похоже, тут больше всех завелся. После церемонии теперь уже мужчине Джанка дарят бычка и корову для старта взрослой жизни. И гордый отец надевает на сына бусы из бисера, как награду за самую важную победу в жизни. Наверняка всех волнует вопрос, а что будет с парнем после церемонии? После того, как он перепрыгнет всех быков, ему приведут жену, которую он никогда не видел и которую за него выбрали родители, и приведет ее в свой дом. 3 месяца она будет жить вместе с его матерью и учиться, собственно, быть женой. И только потом они станут жить вместе. Миконин привел меня на деревенский огород, чтобы показать, что едят в племени Дорзе. Каждый день мы едим хлеб из ложного банана. Наш хлеб называется кочо. Кочо. А это растение мы называем инсет. Инсет. Ложный банан – это древний предок съедобного банана, но он не дает плодов бананчиков. Дорзы едят его стебли и корни. Женщины отрезают толстые листья у основания и счищают мякоть специальной бамбуковой штукой, как овощечисткой. Получившуюся кашицу заворачивают в листья и кладут в яму. Там она киснет целый год. И вот что получается год спустя. Батюшки, сколько мух! Это точно можно есть! Ну, нет, выглядит на самом деле как какая-то мука или что-то наподобие глины. Вот, но если представить, что это целый год валялось вот тут в земле, то становится дурно, как минимум. Yes. Нюхни. Фу, мать родная, нет!
Ой, это не not like a cheese. Как козий сыр. Yes. Воняет. Как пропавший банан, который лежал целый год и здесь сдох просто. Окей, thank you. Потом забродившую кашицу режут, добавляют воду и получают тесто. Из теста формируют тонкую лепешку, кладут между листьями и жарят 5 минут. Мы едим хлеб кочо с острыми приправами. Hot spices. У нас здесь чили, чеснок, имбирь. Окей, I try with местный чили. Fantastic. Ой, господи. Блин, зачем так много опять зачерпнула? Я тут бесслизистая останусь. С чесноком? Ты серьезно? Ну, наш эспрессо блеванул. Слушайте, эфиопцы самые крепкие из людей. Я не удивлюсь, если они только они останутся на этой планете, потому что есть такую гадость, надо иметь стальные яйца. One more. Вот это угощение! Если приехать в гости в племя Дорзе, можешь в гостях и переночевать. Специально для туристов Дорзе сплели маленькие слонохижины со спальными местами. О, отличное начало. Ой. Ребята, короче, забываем. Фен, кондиционер, это все не про это место. Всего за $6. У меня есть кровать на бамбуковых ножках. Есть крыша над головой, а главное, есть туалет. Правда, на улице. Кто-то скажет скромно, а я скажу колоритно. Как вы поняли, отелей 5 звезд тут нет. Самый лучший лакшери, шик, блеск, красота вариант – это вот этот лодж. На секундочку, за $138. В Буска лодж на входе не встречает метрдотель в белых перчатках и не открывает перед богачом дверь. Пост охраны. Предвкушаю, что это будет один из самых стильных номеров в моей жизни. Не, стоп, давайте так сразу. Эти люди прыгают через быков. Им некогда строить президентские люксы. Самым дорогим номером в краю диких племен оказался номер для молодоженов. В номере есть тапочки, правда, не первой свежести. Свой кондиционер, лаунж-зона. На секундочку, что я думаю, тут редкость. У меня есть свой туалет и душ. Вода почти не ржавая, с муравьями. С муравьями. Шапочка для душа с красоткой лучшего качества, но не будут же они врать. Ну и самое главное, это, конечно, king size кровать с балдахином от комаров, мух, ягуаров. Класс! После всего, что сегодня видел, ощущать под собой что-то мягкое, на себе что-то чистое и белое – это счастье.
Даже в Эфиопии я узнал способ, куда потратить деньги. А премиальная карта MasterCard знает, как сделать эти траты приятными. 2 секунды. И готово. Новый день, новый гид и новое племя. В дорогом туре у туриста есть возможность увидеть самое агрессивное племя Эфиопии – Мурси. Численность 7500 человек. Самое воинственное племя. Мурси вставляют в губы блюдца и пьют теплую коровью кровь. Берекет, гид из племени Мурси, меня успокоил. Он сказал, что Мурси адекватно реагируют на туристов. Но чего тебе точно не стоит делать, так это трогать женскую грудь. Это будет сложно. Вы не удивляетесь, что гид такое говорит? Нередко в племена приезжают туристы-извращенцы, чтобы глазеть на голую женскую грудь и бесцеремонно ее трогать. В деревне племени Мурси туристу нельзя просто приехать и пойти гулять. Сначала нужно получить разрешение у вождя племени. Мне повезло. Вождь Мурси сегодня в хорошем настроении. Hi. My name is Anton, but you can call me Money. Hi. Какие вы все долго не мывшиеся. Здрасте. Ребенок в мухах. Hi, man. Честно, Олеж, я как будто бы сейчас откатился на 2-3 тысячи лет назад. Ой, коровьи какашки. Пока вы обновляете ленту в соцсетях или летите в самолете, с нами на одной планете живут люди племени Мурси. Они не знают, сколько им лет, они не умеют читать, они никогда не чистили зубы зубной пастой и никогда не сидели на унитазе. Мурси спят в коровьих лепехах, от них разит навозом, они облеплены мухами. У них мухи ползают прямо по глазам и залазят в рот. Но один шок сменяется другим. Это главное внешнее отличие Мурси от всех других племен в Эфиопии. У женщин нижняя губа отвисшая и с огромной дырой. Как это выглядит ужасно. Все потому, что у Мурси есть дичайший обычай. Женщины вставляют себе в нижнюю губу тарелку дебби и считают это украшением. Чем больше у девушки тарелка, тем она считается красивее, и тем выше ее выкуп перед свадьбой. Смотри, женщины продают губные блюдца. Это уже использованное? Да. Cool, nice. С 15 лет Мурси растягивают губы сначала деревянной шайбой, а потом уже блюдцем. Чтобы оно лучше фиксировалось, девочкам выбивают несколько передних нижних зубов. Раньше их специально уродовали так, чтобы женщин не продавали на рынок рабов. А сейчас считается идеалом красоты. Так что, девчонки, керамическое блюдце, а вы гиалуронку колите. Утром я проснулась в племени Дорзе и отправилась на поиски новых приключений. Кроме племен, в этих краях есть еще чудо природы.
озеро, кишащее крокодилами и бегемотами. У меня осталось немного деньжат, и я могу себе позволить еще одну забаву – прогулку по озеру Чама. Ой. Наконец-то! Мы отплываем! Белая обезьяна отправляется в приключение! Экскурсия по озеру Чама стоит аж $50. Но я особо деньги не тратила, поэтому могу себе позволить. Вон вождь, у вас по телефону говорит важный. Причем у вождя дорогой телефон. При всей своей первобытности племя Мурси считается одним из самых богатых. Они разводят коров, а коровы в племенах Эфиопии – это не только мясо и молоко, но и главная валюта. Ты можешь купить себе невесту, заплатив ее семье коровами. А сколько я должен дать коров? Ты должен заплатить даури. Это 36 коров плюс 1 АК-47. Автомат Калашникова. Ван Калашников. Какое замечательное племя. Еще благодаря коровам у Мурси есть топливо и напиток силы. Пока вы выбираете между капучино и фраппучино, Мурси пьют коровью кровь. Поймал. То, как они ее добывают, зрелище не для слабонервных. Людей с чувствительной психикой прошу отойти от экрана. Вы будете стрелять в нее из арбалета, боже мой. Боже мой. Что тут происходит? Какой ужас. Сколько крови там вылился, литр крови. И после этого они коровьим калом замазывают ей рану, чтобы она запеклась и кровь не шла дальше. Хирурги-целители. Мурси говорят, что в жару такая процедура даже полезна для коровы. Мол, приводит давление в норму. О, боже, малой пьет коровью кровь. Боже мой. Вот и жесткий тип. Ну, парни, на бруденшафт, боже, вокруг него еще летают мухи. Фу, ну давай. Боже мой, на вкус это как какое-то кислое, топленое молоко. Слава богу, нет этого привкуса железа, как у крови, когда мы поранимся. Но это ужасный вкус. Какой-то теплый кисель, смешанный с топленым молоком. И все это приправлено изюминками из мух. Боже мой. Не все коровы одинаково полезны. Допьешь? Из-за этого корова страдала? Фу. Так, может, принято? Гол! Так, гид намекнул, что нам пора уезжать желательно до полудня, и я на самом деле сам догадался, почему. Вот тут только что пришли мужчины. Вот там я уже видел калашников, а вот там ребята уже начали пить хараки, местный самогон.
А сочетание мужчин, самогона и Калашникова – это не самое безопасное для туристов. В гостях хорошо, а дома больше шансов выжить. Let's go! Озеро Чама – одно из крупнейших в Эфиопии. Но не за прогулку по нему на ржавой лодке я заплатила половину своего бюджета. В озере Чама водятся самые опасные животные Африки – нильские крокодилы и бегемоты. Глядя на бегемота, кажется, что это большая свинка, которая боязливо выглядывает из воды. Но на самом деле это машина-убийца с огромной пастью и зубищами. Бегемоты свирепые и непредсказуемые. Защищая своих детенышей, они переворачивают лодки и перекусывают людей пополам. Но это не останавливает местные племена. Они охотятся на бегемотов, чтобы добыть их клыки и сделать из них себе зубные протезы. Какой ужас! Они буквально в 2 метрах от меня! А вот прямо недалеко от гиппопотамов местные рыбаки. Это очень опасная здесь профессия. 3-4 рыбака вот таких вот в год умирают. Ну, понятно почему. Вот он, нильский крокодил. Слушайте, он похож на какого-то динозавра. Вместе с бегемотами власть в озере делят великие и ужасные нильские крокодилы. Здесь они самые длинные, размером с нашу 6-метровую лодку. Гостей в своем доме они не любят. Если вторгнуться на территорию нильского крокодила, он растерзает гостя. Каждый год нильские крокодилы убивают тысячи людей. Чего прикалываетесь? Почему вы так рядом с ним? Господи, естественно. Мне очень страшно. И за это платят $50? Я просто не ожидала, что мы так будем близко к этому существу. Я даже слышала, как он дышит, как он вот этот вот, я не знаю, ноздри его раздуваются. Это просто ужас. Я не хочу, я хочу отсюда уплыть побыстрее. Пожалуйста. Поверьте мне, добраться сюда будет непросто, но зато тут для вас будет припрятан сюрприз. Клад в краю эфиопских племен ищите в отеле Буска Лодж. По главной дорожке пройдите к коттеджу номер 6. Слева от входа в одной из пустых бутылок в земле спрятаны $100. Удачи. Эфиопия. А не, цивилизация. Уверены, после этого выпуска многие из вас скажут: ну какое это к черту чудо. Сплошная грязь и дикость. Мне очень страшно. Но мы верим, что каждый человек, который делает нашу планету разной, яркой и удивительной, это самое настоящее чудо света. И плюющийся старик Каро, и кровожадный пацан Мурси. О, боже, малой пьет коровью кровь. И даже чудной Миконин из племени Дорзе. Кецухаэ. Ой, нас сейчас засосет вечеринку.
Like this? А, вот мы и подружились. У нее гвоздь во рту. Пошел! Давай, красава! Я, похоже, тут больше всех завелся. Антон, я просто в шоке! Тут такая дичь творится! Да это же и круто. Я понял, что людей ты достаточно изучила. Пойдем изучать животных. Да, увидимся на следующем «Чуде света». Будем ловить большую пятерку в Кении. До встречи! Слушай, зачем я так долго ехал к племенам, если ты их всех в себе совмещаешь? У тебя губки, как у Мурси, макияж, как у Кара, причесочка, как у Хаммер, попа, как у Ким. Кардашьян? Ким Чен Ына, но это тоже неплохо.